Друзья, всем привет! Вы на канале Power Device, и сегодня мы поговорим о игровых режимах Realme, а именно о игровом режиме Realme UI 2.0 на примере GT Neo 2, а также сравним с игровым режимом UI 3.0 на примере Realme 9 Pro Plus. Ко всему прочему мы затронем обновление этих режимов, как для UI 2.0, так и для 3.0. Погнали! Итак, давайте начнем с GT Neo 2. По умолчанию версия его игрового режима 4.5.34. По сути, это самый простой игровой режим. Самая основная его функция – это регулировка производительности. Это поддерживает каждый игровой режим Realme. Первое – это режим экономии. Производительность немного падает, но благодаря этому экономится батарея. Также есть противоположный режим под названием Pro. Здесь максимально включается графический процессор и основной. Телефон может немного сильнее нагреваться, но при этом игра будет меньше тормозить. Батарея при этом расходуется сильнее. Ну и между ними, конечно, есть режим баланса. Здесь как производительность смартфона будет посередине, так и потребление батареи. Какой же из этих режимов выбрать, спросите вы? Друзья, обычно я применяю это так. К примеру, я играю в PUBG. Всегда я стараюсь выбрать режим экономии, для того, чтобы батарея не садилась так быстро. И если я вижу, что в этом режиме игра не тормозит, то я его и оставляю, так как для меня важнее, чтобы батарея держалась как можно дольше. Если же, к примеру, вы играете в более тяжелые игры, такие как World of Tanks, и ваша игра немного подтормаживает, то можно запустить режим Pro. За счет увеличения производительности процессоров игра немного оптимизируется, и основные подтормаживания и лаги становятся меньше. Это действительно немного работает, но какого-то чуда здесь не ждите. Если игру плохо тянет сам смартфон со своим железом, то никакие игровые режимы это не спасут. В общем, если ваш смартфон спокойно тянет какую-то игру в режиме экономии, то лучше в нем и играть. Также здесь можно нажать вот на эти три точки и зайти в настройки. Если на вашем смартфоне установлено много игр, то вы можете скрыть значки, поставив вот эту галочку. Теперь значки всех игр на рабочем столе исчезли, и вы сможете запускать их через вот это приложение, которое мы разбираем. В некоторых случаях это очень удобно. Запускать анимацию на экране можно выключить. Это имеется в виду анимация при запуске этого приложения. Мастер игр галочка должна быть включена. Это та сноска, которая появляется во время игры. Советы игроку лучше выключить, они нам точно не понадобятся. Теперь давайте посмотрим, как выглядит приложение во время игры. Как видите, опций здесь совсем мало. Например, оптимизация касаний. Чувствительность сенсорного датчика я всегда выставляю на максимум. В подсказках говорится, чем выше значение, тем быстрее отклик. Собственно, в играх нам это и нужно. При касании по экрану происходят какие-то действия. Например, выстрел, и чем быстрее это происходит, тем лучше. Также здесь можно включить режим фокусировки. Если его активировать, будильник, уведомления, входящие вызовы и так далее отключатся. То есть вам ничто не будет мешать играть в свою игрушку. Чтобы из него выйти, делаем свайп, нажимаем выход. Дальше режим автовоспроизведения. Предназначен он для того, чтобы отключить дисплей, не блокируя при этом телефон. В этом режиме игра остается активной, применяется он, если вам нужно отвлечься на короткий промежуток времени. При этом вы экономите батарею. Выйти из него можно вот таким свайпом. Теперь давайте переключимся на смартфон Realme 9 Pro Plus и поговорим о его игровом режиме. Оболочка здесь новее, UI 3.0. Идет она из коробки, так же как и приложение игры. Оно полностью отличается своим интерфейсом, но функции здесь по сути такие же. Конечно, сюда добавили несколько фишек. Одна из них изменение голоса. Если мы зайдем в настройки, первым пунктом мы увидим активацию инструментов для игр. Это та плашка, которая вызывается в игре. Скрытие игр на рабочем столе. Такое же было и на GT Neo 2. Новая функция, которая появилась здесь. Стиль уведомлений во время игры. Вот здесь вы можете видеть, как уведомления будут приходить во время игры. Это стоит уведомления анонсы, уведомления плашкой. Выглядят они вот таким образом. Либо их можно вообще заблокировать. Во время игры уведомления не будут приходить. В принципе, здесь кому как удобно. Я оставляю уведомления анонсы. Блокировка яркости также была и там, на UI 2.0.
Далее добавляется функция вибрация 4D, но сразу скажу, что она практически не работает ни на каких играх. А вот если обновить приложение, то она будет работать. Чуть дальше я покажу, как это сделать. Автоматическая регулировка разрешения была и там. Лично я активирую эту галочку. С этой функцией игра автоматически лучше оптимизируется, так как подбирается среднее оптимальное разрешение. Режим фокусировки также был, а вот игровые фильтры добавились. Во время игры мы можем включить улучшенное HDR изображение, вид экрана как будто в ночном зрении, осветление, либо старый фильм. К слову, добавлю, что в PUBG эти фильтры вообще не применяются. Да и в целом все эти приложения для ускорения игр не до конца доработаны на нашем рынке. А вот на рынке Индии или Китая они намного функциональнее. Сейчас зайдем в игру, посмотрим, как это выглядит внутри игры. А потом для интереса я покажу, как обновить приложение. Далее вы решите для себя, стоит ли вам обновляться. По сути, здесь такие же режимы быстродействия. Игровой режим сбалансированный и экономии заряда. Его я и выставляю, как я уже говорил. Из полезных новшеств здесь добавили запись экрана. В записи можно регулировать звук, записывать звук системы, либо дополнительно записывать звук микрофона. То, что вы говорите. Также для многих будет полезно включить постоянный мониторинг. Он показывает частоту обновления кадров, загрузку графического процессора и основного. Ну и одна из самых, наверное, долгожданных фишек – это изменение голоса. Нам предлагают выбрать из 4 персонажей. Друзья, привет! Вы на канале Power Device. Друзья, привет! Вы на канале Power Device. Вы, наверное, спросите, можно ли этот игровой центр от Realme UI 3.0 установить на 2.0, чтобы там появилось изменение голоса. Пока что, друзья, полноценно мне не удалось это сделать, но я попрошу вашей помощи. Возможно, у вас это заработает. Я вынул APK-файл со своего смартфона Realme 9 Pro Plus. Я оставлю на него ссылку для скачивания в своей группе ВКонтакте. Кстати, можете туда вступить. Если на вашем смартфоне установлена Realme UI 3.0, но нет изменения голоса в играх, то можете установить этот APK, оно у вас должно появиться. А вот на UI 2.0 мне пока не удается этого сделать. И если хотите, можете потестировать это обновление вместе со мной. Файл с моего 9 Pro Plus будет выглядеть вот так. Устанавливайте его. Он должен установиться прямо поверх вашего игрового режима. Нажимаем «Готово». Выглядеть будет он вот так. Версия 3.0.31. Дальше в любом случае вам нужно удалить свое родное приложение для ускорения игр. Его также можно восстановить в 3 клика. Если что, восстанавливается оно вот так. Зайдите в настройки, управление приложениями, и когда у вас будут какие-то удаленные родные системные приложения, заходите вот сюда, нажимайте «Установить», оно установится обратно. Теперь заходим в наше приложение, настройки. Нужно убедиться, что включена вот эта галочка «Набор инструментов для игр». Теперь запускайте игру. Как видите, у меня эта сноска вообще не появляется, чтобы вызвать меню ускорения игр. На ваших же прошивках, если вы устанавливаете на UI 2.0, возможно, она появится. Если нет, то закройте игру. Удержите на этом приложении, а приложение активируем галочку поверх других приложений. Заходим в него. Снова запускаем игру. Как видите, сноска у меня появляется, но почему-то она не открывается. Если у вас есть возможность, проверьте это у себя. Возможно, на каких-то версиях прошивки это заработает. Ну а теперь вернемся к Realme 9 Pro Plus на UI 3.0. И для интереса я покажу вам, как установить сюда самую последнюю и новейшую версию режима игр. Дальше, если вы захотите, также можете легко ее себе установить. Вот так это приложение будет выглядеть. Ссылку на него я также оставлю внизу в описании под видео. Нажимаем «Обновить». И вот здесь есть небольшая загвоздка. Ярлык от него не появляется на рабочем столе. Но если вы, к примеру, запустите PUBG, то обновленное приложение будет работать. Но если вы хотите с рабочего стола попадать в его настройки, как в родном приложении, то вам нужно скачать Activity Launcher. Запускаем его.
Здесь идем немного вниз и находим Game Assistant. Нужная нам строка находится где-то посередине, называется она GameSpace. У нее нет замочка. Теперь нажимаем 3 точки, создать ярлык. Ярлык появляется на рабочем столе, можно запускать. Здесь также, конечно, есть все игровые режимы. И как заявляют нам Realme, работоспособность этих режимов увеличивается вместе с обновлением вот этой программки. Не знаю уж, насколько это правда, но какой-то существенной разницы я не заметил. Сразу скажу, что здесь в PUBG можно запустить 4D вибрацию. Она будет работать. Просто ставим вот эту галочку. Теперь при стрельбе, либо каких-то похожих действиях смартфон будет создавать вибрацию. Ну и также здесь работает новое изменение голоса. Здесь добавляются множество персонажей. Все они работают во время игры. Я это тестировал. 快加入，游戏要开始了。快加入，游戏要开始了。快加入，游戏要开始了。 Давайте запустим игру. По большому счету, здесь не добавляется каких-то крутых фишек. Основное это, наверное, изменение голоса. Обратите внимание, что 4D вибрация не активна, но мы ее включили, и она будет работать. Это я уже проверял. Еще дополнительно здесь вы можете посмотреть пинг сети, к которой вы сейчас подключены. Здесь во время игры будет отображаться пинг в миллисекундах. Также можно поставить вот эту галочку, при этом смартфон автоматически будет переключаться на лучший Wi-Fi сигнал. В общем, друзья, изменения голоса в игре и новые игровые режимы без проблем работают на UI 3.0. А вот на UI 2.0 мне пока не удалось этого добиться. Если вдруг на младшей оболочке вы смогли это сделать, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ну а я буду держать вас в курсе всех обновлений. На сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал, жмите лайки, включайте колокольчик. До встречи в следующих роликах. Всем пока!